Привет, меня зовут Рауль, и сегодня у нас на тесте не просто чистый эксклюзив. У нас практически малая архитектурная форма, от которой в одинаковом восторге пребывают украинские военные, дети и фитоняши. И я понимаю, почему. Я уверен, что 80% наших зрителей, которые искушены в автомобилях, вот так вот сразу тоже не угадают, что перед ними, если не увидят шильдик. И это не к их стыду сказано. На самом деле угадать действительно сложно, потому что все, что вы видите, это тюнинговые запчасти. У нас новый передний бампер, у нас новая решетка радиатора, у нас новый капот, у нас новые фары. У нас здесь нет ничего оригинального, чтобы указывало на автомобиль марки Toyota и конкретно на модель Тундра. Different, just the seven seas. I deal with life different, make that lemon squeeze. Went off for my style and identity. Better bounce back and get the cheddar cheese. I guess that's why they envy me. Вот эти вот решеточки, это прям отличное решение. Сразу отсыл к голливудскому фильму «Безумный Макс. Дорога ярости». Машина становится брутальной, машина становится опасной. Конечно же. Также этот эффект достигается за счет того, что клиренс автомобиля был увеличен практически в 2 раза. У нас крутые подножки и у нас, разумеется, есть просто шикарный шноркель. А еще мне нравится, что на фоне этого автомобиля я снова выгляжу худым и стройным. Ну, ладно, просто стройным. Ну и, разумеется, вот эти вот 2 канистры с таким вот приводом – это половина очарования автомобиля. Привод, разумеется, приехал из Америки, а канистры похожи из Советского Союза, но очень качественно затюнены порошковой краской. Вот это вот колесико мне тоже очень нравится. Есть у меня четкое ощущение, что стоит оно с диском $1000, потому что диск у нас непростой, черный носорог, кованый, выглядит симпатично, а значит это дорого. Но и это еще не конец истории, потому что рассказывать об этом автомобиле мы можем бесконечно. Вот, например, задние фонари. Это тюнинг, который прилетел из Америки в Украину, прикрутился, а потом местные тюнингеры перепаковали красный цвет на оранжевый для того, чтобы никто не догадался, что Toyota Tundra у нас с американского рынка. У этого пикапа интересная и типичная судьба одновременно. В 2019 году бывший владелец из США попал на нем в аварию на Аляске. Судя по повреждениям на фото, все отделались легким испугом. Но по прибытию в Украину после проведенной дефектовки выяснилось, что повреждения значительны и перед тюнингом придется потратить время на восстановление автомобиля и учесть тот факт, что комплектация SR5 выглядит бедной даже по меркам США. Для разбалованных украинских пользователей это практически катастрофа. Кстати, большинство работ по автомобилю проводила компания Hammer Center, в которой я когда-то работал пиарщиком. Приятно, знаете ли, осознавать, что компания процветает уже более четверти столетия и способна на такие сложные проекты. Но прежде чем мы перейдем к перечню работ, давайте поймем цели и задачи проекта. Первая идея это было желание создать экспедиционный автомобиль. Вот. Большой, на очень дальние расстояния, вплоть до того, что там вокруг мира объехать. Я много путешествую, вот, и как-то мне попалась серия роликов блогеров разных, которые вот занимаются такими вещами, объезжают вокруг мира, то есть создают автомобили под эти цели. Вот. И почему пикап, кстати, потому что большинство того, что я видел, да, люди это делают на базе пикапов, потому что грузоподъемность больше, там можно всяких вещей напихать, большой отсек, куда это все можно прятать, потому что в обычном SUV чуть меньше этого всего места. Вот. Также вторым фактором было то, что я архитектор, вот, и я создаю объекты для
я и большая моя команда создаем объекты для заказчиков. Да, и мы все время вот под этим гнетом другого желания, другого видения, то есть все время нам приходится подстраивать вот свое это видение красоты под мнение заказчика или каких-то консультантов и так дальше. Вот. И, соответственно, хотелось что-то все-таки сделать по своему мнению, да, то есть вот так, как я это вижу, создать продукт. Этот продукт дешевле, чем построить здание, вот, и здесь полностью, скажем так, я воплотил все то, что хочу видеть в этом автомобиле. А теперь экстренные новости от наших партнеров. Если вы хотите на шару получить новый компактный городской кроссовер, то вам прямо сейчас нужно зайти в приложение сервиса онлайн-страхования, которое называется Hotline Finance, потому что при покупке страховки вы автоматически принимаете участие в розыгрыше абсолютно нового Opel Mokka. Мы тестировали этот автомобиль. Хороший выбор сделал Hotline Finance. Отличный автомобиль. Я тоже буду брать участие в этом розыгрыше. Особенно с учетом того, что вам не нужно выполнять никакие мучительные условия. Никаких лайков, никаких перепостов и комментариев. Просто зашли и приобрели страховку для своего автомобиля. Здорово, если вы в этой страховке нуждаетесь уже сейчас. Но если вдруг эта страховка вам нужна в марте или в мае, тоже ничего страшного. Дело в том, что вы можете заранее приобрести полис ОСАГО и просто указать даты, когда ваш полис активируется. Напомню вам, что Hotline Finance – это лидер онлайн-страхования в Украине. Все надежно, все прозрачно и все очень быстро. И да, не забудьте при покупке вашего полиса ввести промокод MyNewCar, и вы автоматически становитесь участником розыгрыша Opel Mokka. Ну, кстати, также можете посмотреть тест-драйв этого автомобиля на нашем канале. Вы все прекрасно знаете, что в Украине просто культ кроссоверов и SUV. Все любят высокую посадку, но в тундре, которую отлифтовали чуть ли не до полуметра, ты переходишь на новый уровень. Теперь ты легко можешь подъехать к какой-нибудь Тойоте, Land Cruiser или Гелендевагену и постучать по крыше не просто рукой, можно даже ногой и сказать: «Слышь ты, не веди себя так дерзко». Также ты абсолютно легко можешь здороваться с дальнобойщиками, посмотреть им в лицо, спросить: «Как дела, пацаны?» Потому что ты находишься теперь на их уровне, ты витаешь в империях. Ты наконец-то из разряда божьих тварей перебрался в разряд ангелов, которые парят над дорогой, которые понимают всю картину происходящего. Если опуститься на грешную землю, сидим очень высоко, у нас большой вздыбленный капот. Очень здорово, что во время апгрейда автомобиля владелец сразу подумал о камере на 360 градусов. Да, она не гениальная. Это не S-класс, это не какая-нибудь флагманская BMW 7, и это даже не Defender. Но при этом вы эту самую камеру получаете и видите, что происходит спереди, по бокам и сзади. Для автомобиля в таком размере это большой жирный плюс. При этом, да, зеркала у нас тоже большие, тюнинговые, в них много видно, но без камер, особенно в городе, я думаю, запарковаться будет просто невозможно или крайне трудно. На это будут уходить большие отрезки времени. Комплектация Toyota Tundra SR5, для тех, кто понимает, это шаманский бубен. Это объяснение, почему на американском рынке автомобили стоят так дешево. Потому что внутри, кроме погонных километров кирзового пластика, вы ничего не обнаружите. Похоже, или вернее очевидно, владелец вот этой тундры — это эстет. Человек, который привык к красивым вещам, человек, который привык к дорогим вещам, и человек, который привык к комфорту. Именно поэтому мы здесь получили торпеда, обшитая кожей Напой. Мы получили сиденья от Volvo, самые дорогие, которые только могут быть. Всю мою сознательную жизнь у меня машина Volvo, и здесь сиденья Volvo стоят.
Вот я ребятам на Хаммер-центре говорил, вот только так и все. То есть мне говорили, там не влазит, что-то там не могли подключить, какие-то там датчики, в общем, какую-то ерунду, что-то они там перепаивали, переделывали, что-то перепрограммировали. В общем, ну, цель была вот впихнуть эти сиденья Volvo из R-Design. XC60 мы поставили, потому что я считаю, вот на многих автомобилях за границей, когда в аренду беру, ездил и, ну, я еще не ездил. Может быть, есть какие-то, конечно, комфортные сиденья, но комфортнее сидений Volvo я еще не видел. Сиденья очень удобные, такие, знаете, худенькие и неожиданные для американского пикапа, потому что, конечно, я думал, что мы получим вот эти кондовые огромные сиденья без боковой поддержки, без электрорегулировок, когда на разгоне я буду взлетать на этих сиденьях, а на торможении буду съезжать в сторону педалей, потому что никаких поддержек боковых нет, а кожа у нас очень скользкая на сиденьях, если вообще кожа, а не кожза. Если вы обратите внимание на элементы декора, то это снова-таки похоже отсыл к Volvo. Это аквапринт, это нанесение такой, знаете, специальной бумаги или специальных материалов, похожие на тремовские. Потом это все лакируется, и вы получаете вот такие вот принты в своем автомобиле. Выглядит достаточно неплохо и точно лучше, чем в комплектации SR5, потому что хуже уже дальше некуда. Крыша у нас из алькантары, все выглядит премиально. И когда ты садишься в Toyota Tundra, то ты буквально не узнаешь вот этот рабочий пикап, потому что, ну, много работы проделано внутри салона. Вот здесь появилась даже индукционная зарядка. Да, она не самая мощная в мире, но теперь она в автомобиле есть. Точно так же здесь есть мощная музыкальная система Alpine с монитором, с Android Auto, с Apple CarPlay, ну и, естественно, с усилителями и сабвуферами. В машине действительно просторно, меня на водительском сиденье все устраивает. Сзади, кстати, места не так много, как бы я хотел. Хочется, чтобы вот там расстояния были как в Рапторе, например, когда ты получаешь, ну, максимум жизненного пространства и едешь в такой вот огромной комфортной будке. Toyota Tundra чуть скромнее. Сам проект физически занял у меня 2 года. Вот. Но до этого было в голове это все там шуршало еще тоже года 2-3, наверное. То есть до момента, как я все определился, купил и начал это делать. Мысль была про то, что все-таки, может быть, как-то по миру поехать, да, то есть сделать такое кругосветное путешествие на автомобиле. И почему Toyota? Потому что, в принципе, Toyota это самый распространенный автомобиль в мире. То есть сервисы есть в каждой стране. То есть Toyota есть в каждой стране абсолютно. И вот из-за этого была Toyota. Почему Tundra? Потому что Hilux, этот автомобиль чаще, в принципе, ребята используют для экспедиционных вещей. Вот. Но к моменту, когда я уже определялся с моделью, уже как-то у меня перегорела идея вокруг мира объехать на автомобиле. И я просто выбрал большой, надежный, мощный автомобиль. Из Toyota это была только Tundra. Кстати, чуть не забыл. Вот моя любимая история про Toyota Tundra. Компания Toyota не зря производит огромное количество автомобилей, очень успешно на всех рынках. Она всегда получает фидбэк от своих клиентов. Один из таких фидбэков заключался в том, что вот такие вот пикапы, которые являются рабочими лошадками, должны быть максимально приспособлены для строителей, для фермеров и так далее. Я веду к тому, что именно поэтому разработчики в этом автомобиле все сделали огромным. Ручки сделаны огромными, все переключатели сделаны огромными. Почему? Все очень просто. Для того, чтобы ты все это мог открыть и включить, не снимая строительные рукавицы. Вот так вот. Небольшой недостаточек в салоне — это, конечно, температура в Фаренгейтах и пробег в милях, но здесь ничего не попишешь, потому что
потому что Toyota Tundra выпускается на североамериканский рынок, и нет никаких вещей, которые бы помогли вам вот эти вот самые мили и фаренгейты перевести в градусы и километры. Хорошая новость в том, что, по крайней мере, спидометр у нас дублируется. Ты видишь шкалу как в милях, так и в километрах. Я думаю, что здесь победило искусство больше. Я не смотрел с точки зрения практичности, я смотрел с точки зрения красоты, с точки зрения эстетики. Потому что если смотреть с точки зрения практики, это большой автомобиль на дальняк, хороший с точки зрения размера, но если смотреть на двигатель, то это не совсем правильный выбор. Надо было, наверное, какой-то или дизель брать, или какой-то поменьше двигатель, потому что он очень прожорливый. С точки зрения всех остальных вещей, если смотреть цель экспедиционного автомобиля, то надо было облегчить его, да. Я, в принципе, на вес вообще не смотрел. Я, когда выбирал все эти элементы дополнительно навесные, все исходил только из эстетической точки зрения. В стандарте Тундра имеет мотор V8 объемом 5,7 литра. При этом мощность не грандиозна – 381 лошадь, крутящий 543 ньютона. Коробка автоматическая шестиступенчатая. Для такого объема мощность не выглядит устрашающей, зато разгон в 6,3 секунды чертовски привлекателен. Был. На сегодня автомобиль стал тяжелее на тонну, поэтому интересно, насколько ухудшилась динамика, при том, что я понимаю, что 6,3 это тоже, скорее всего, влажные и несбыточные мечты разработчиков. Давайте посмотрим, что показывает наш прибор Драги, и заодно померяем и 402 метра. 100. 400 метров. Что ж, результат вполне ожидаемый. 9.48 до сотни и 16.58 на 402 метра. Кстати, последний результат вполне даже приличный. Естественно, когда ты нажимаешь на газ, машина прям вот там подпрыгивает, потом начинает рычать и потом начинает ускоряться. Звук выхлопной системы добавляет сексуальности всему этому процессу, но помните о том, что мотор не надували, а машина стала тяжелее на целую тонну. Поэтому для меня не стало откровением, что автомобиль разгоняется до сотни за 9,4 секунды. Откровением стало, что 402 метра эта машина едет 16 чем-то секунды, и это уже отличный результат. Относительно 9,4, да, это не быстро. По ощущениям кажется, что быстрее, по ощущениям кажется, что сексуальней, но нет. Но это легко лечится. Сюда можно прикрутить и компрессор, и турбины, и машина будет валить на все деньги, но на все деньги она также будет пить бензин, потому что вот сейчас, когда мы ездим скромно, плавно, наш расход составляет 20-25 литров. Когда поедем более-менее активно, это будет 30-40 литров бензина на 100 километров пути. И это, конечно, немало денег, а когда мы прикрутим турбину и поднимем мощность еще коней на 100-150, то жор будет просто космонавтический. По-другому это охарактеризовать нельзя. К моему большому удивлению, здесь отличная подвеска для дальних путешествий. Машина не козлит, в машине заменили подвеску, в машине заменили даже полный привод. И прямо сейчас об этом подробнее, потому что это действительно существенные изменения, которые сильно повлияли на характер автомобиля. И еще раз повторюсь, для дальних путешествий теперь Тундра выглядит мега комфортным автомобилем. Никакой жесткости, много плавности. Благодаря стабилизаторам машину не кренит, и она поворачивает. Но, разумеется, поворачивает в рамках своего названия Toyota Tundra. В Тундре, знаете, для того, чтобы повернуть, у вас есть много жизненного пространства. И, разумеется, до названия Toyota Nürburgring или Toyota
Имола этот автомобиль не дотягивает. Но, по крайней мере, американская валкость, американская традиционная или легендарная неуправляемость пикапов здесь каким-то образом все-таки была обуздана, и автомобиль начинает выглядеть управляемым даже по высоким стандартам европейцев. Традиционно американские пикапы имеют подключаемую систему полного привода Part-Time. Это означает, что 90% времени автомобиль передвигается на заднем приводе, а полный привод включается в сложных дорожных условиях на низких скоростях. Понятная фермерская история, но в какой-то момент хозяин автомобиля решил, что нужен постоянный полный привод, а задние рессоры – это некомфортно. Поэтому сзади была установлена пневматическая подвеска, а систему полного привода позаимствовали у Lexus 570. Для этого даже пришлось поменять передний мост и пары в обоих мостах. Таким образом, автомобиль получил постоянную систему полного привода и регулируемую высоту багажного отделения. Блокировки переднего и заднего межколесного дифференциала решили не устанавливать. Вот сейчас я нажал на полный газ, мотор ревет, выхлопная система показывает все, что она умеет. И самое смешное, как оказалось, этот автомобиль может ехать и 120, и 140, и 160, и 180 км в час. Да, нужно помнить о парусности, нужно помнить, что вот эти вот зеркала плюс 2 или плюс 4 литра расхода на 100 км в пути. Ну и, конечно, о том, что у нас стандартные тормоза. Хорошая новость заключается в том, что звук вот этого выхлопа мы можем регулировать. Здесь установлены специальные заслонки, нажимаешь на кнопочку, и ты получаешь выхлоп, от которого у тебя в дальней дороге не болит голова. Можно ли получить фан от езды на этом автомобиле? Не можно, а нужно, потому что, во-первых, ты настоящий царь горы. Во-вторых, все внимание на дороге приковано к тебе. Road credibility зашкаливает. Тебя на дороге уважают все. Тебе не нужно включать вот этот весь мощный свет для того, чтобы кто-то уступил тебе дорогу, потому что люди видят тебя издалека. И люди понимают, что если человек приблизился к твоему заднему бамперу, то, наверное, нужно уступить ему дорогу, потому что это огромный SUV со страшными бамперами. Вот сейчас за нами плетется Майбах, который, я уверен, рассматривает наш автомобиль и, наверное, даже думает, а ведь неплохо я бы смотрелся, если бы этот автомобиль был у меня в охране. Вот сразу 1000 несгораемых поинтов. Будет видно, что я не только уважаемый человек, но также человек опасный и серьезный. Разумеется, надо, наверное, сказать и о недостатках этого автомобиля. И его недостатки заключаются в том, что владелец действительно очень сильно сосредоточился на эстетической части проекта, чтобы машина выглядела красиво, эксклюзивно, брутально. И вот здесь у нас хромает специализация. Мне до конца непонятно. Этот автомобиль на самом деле не подготовлен для настоящего оффрода, хотя есть лебедки, здесь нужно ставить другую подвеску. И этот автомобиль не выглядит мега быстрым и управляемым на асфальте. Да, я понимаю, что если долго и неспешно ехать на этом автомобиле по немецкому автобану, то рано или поздно ты доедешь до Франции. Но что делать в Альпах, что делать в Испании, что делать в Португалии, это большой вопрос. И этот вопрос мы, конечно же, адресуем владельцу автомобиля. Сказать, что что-то не получилось, не могу, потому что все получилось долго, сложно, но все получилось. То есть тут
Скажем так, все, что делают в тюнинге подобных автомобилей, все сделано, кроме буквально нескольких вещей. Это тормоза еще ребята ставят мощнее, компрессор еще можно поставить, да, увеличить мощность двигателя. И это все. Лебедку сзади можно еще. То есть передняя есть, сзади только подготовка, можно еще лебедку заднюю поставить. В процессе воплощения были моменты, когда хотелось сказать: все, больше этой ерундой не занимаюсь. Вот. Но когда ты видишь результат, когда этот результат нравится окружающим, это как наркотик, можно сказать, да. То есть ты понимаешь, что все-таки ты не зря трудился, не зря ты с командой с этой работал, не зря были моменты и ругани, и удовольствия, там, и благодарности, да. Все это было не зря сделано. И, соответственно, будут еще, не будет точно такого же проекта. В голове есть желание еще что-то подобное создать. Не хочу пока там про планы говорить, но после этого проекта будет еще. Я езжу на работу на нем иногда. Я получаю от этого кайф, удовольствие. Проблема, конечно, ездить по центру, и особенно припарковаться где-то. Это очень неудобно, очень некомфортно. Но, тем не менее, лично для меня плюсы от вождения этого автомобиля превышают эти минусы касательно неудобства и там, отсутствия паркингов. Если вы спросите, что бы я сделал еще в этом автомобиле, однозначно я бы доставил тормоза, однозначно я бы поставил какую-нибудь монструозную внедорожную подвеску для того, чтобы добавить автомобилю энергоемкости, для того, чтобы вот эта трехтонная машина могла ехать по бездорожью в режиме ралли-рейд. То есть выехал, нажал на газ и едешь со скоростью 100-120 км в час. Нужно ли добавлять мощность в авто? Ну, я думаю, что для передвижения по автобану нет, но если вы хотите, чтобы на светофоре от вас не уезжало все живое, то, ну, как бы, не знаю, компрессор, я как-то к ним отношусь с большой осторожностью, а вот турбинку я бы прикрутил. Было бы интересно. Потому что нет ничего лучше, чем большой атмосферный мотор 5,7 литра V8 битурбо. Это же гораздо интереснее звучит, чем просто 5,7 V8 атмосфера. Я знаю, что обязательно найдутся комментаторы, которые скажут, что они не до конца поняли концепцию этого автомобиля, потому что вроде бы и не заряженный внедорожник, или вроде бы не самый быстрый пикап в мире, но, как по мне, с эстетической точки зрения, действительно получился автомобиль незаурядный, получился автомобиль интересный, и при той всей серой массе, при том всем конформизме украинского рынка, когда люди мечутся между X5, Гелендвагеном и Мерседесом, я считаю, что такие автомобили — это глоток свежего воздуха, и что их должно быть больше, потому что моя работа станет интереснее, наши сюжеты будут интереснее, и ваша жизнь станет разнообразнее. Давайте будем сниматься, пускай там все молчат. Дай, прочитаю сначала, я ж текст не знаю. Скажи, что ты такой умный? Ты читай то, что тебе дали, только с выражением и все. И не забудьте... Подожди, голову хорошо. опусти чуть-чуть. Немножко текст по-дебильному написан. Давайте по новой, поехали. И не забудьте подписаться на мой канал, сделать перепост этого теста, написать комментарий и поставить лайк. Наша команда, и Александр, и Toyota Tundra это заслужили. Иди в машину, садись. И иду в машину, сажусь. И заводи, и едь прямо меня. Это было все нормально, только сильно слабенько ты сказал. По поводу бюджета, это сложный вопрос, вот, и мне придется пропетлять по этому поводу. Скажем так, как и в архитектуре, в общем, в стройке, не все так однозначно, и бюджет всегда растет, в общем. Я доволен тем, что получилось. Получилось дорого, да, но когда смотришь на результат,
все, это того стоит, я считаю. Когда ты видишь то, что радует глаз, когда ты видишь, собираешь улыбки прохожих, проезжающих рядом, это того стоит.